Эй, привет, меня зовут Макс. Я родом из Сибири и живу в США уже больше года. Все это время я, как и вы, много работал и не уделял время тому, что меня окружает. Потому что, как и у всех, у меня была работа, семья, забота, деньги, карьера, самореализация, спешка куда-то. Вы совсем не видите мир, а ведь то, что вас окружает, воистину прекрасно. И я вам это докажу. Колорадо – один из ярчайших штатов США. Какая первая ассоциация у тебя возникает? Горы? Снег? Лыжи? Никола Тесла? Может, колорадские жуки? Картофель? Но картофель ведь в Айдахо. Причем здесь Айдахо? Стоп, ты меня запутал. Давай обо всем по порядку. И начнем мы с небольшой справочки, ребята, из истории про этот штат. Хотя в 2021 году, я думаю, вам не нужно пересказывать статью из Википедии. Поэтому давайте-ка попробуем за 10 секунд я вам расскажу все, что вам нужно знать о Колорадо. И поехали. Колорадо был шахтерским городком. Тут есть золото, прямоугольный штат, на гербе кирка, солнце и буква «С», находится на высоте более 1000 метров. Тут холодно, много гор, есть равнины. Родина чизбургера, тут жил и творил Никола Тесла. И это первый штат, легализовавший марихуану. А что, ребят, реально легалайз? Ну да. Прям легалайз, да? Ну да, пришел, купил. То есть можно пойти вот так взять и просто купить? Да. Приколдес. Заботимся завтра тогда этим. И начнем мы с города Денвер. Это Денвер. А это попка Мишки. Знаменитый памятник синему медведю. Он подглядывает за сотрудниками в бизнес-центре, а его цвет объясняется ошибкой при проектировании. Но мы-то знаем, что это Единая Россия следит, заплатили ли местные трудяги налоги. Как-то мне тут не по себе. В Орле и Решке не было таких ракурсов. Я сделаю это за них. Это Монетный двор. Начинался как лаборатория по оценке металлов, сейчас чеканит до 50 миллионов монет в день. Ребят, совет мамкиным друзьям Оушена: не пытайтесь сюда попасть, это находится под охраной, и сами понимаете, монетки тяжелые, много не вынесете, так что обратите внимание на монетку, я вам на монтаже ее вставлю, там буковка D, и вот эта буковка D значит, что монетка была сделана именно здесь. Да, находимся мы в арт-районе города Денвер, район называется Санта-Фе. Честно говоря, выглядит как некое гетто, но нам не привыкать, поэтому пойдемте посмотрим, что тут интересного у нас есть. Ребят, мы абсолютно случайно, не запланированно нашли магазин травы. Ой, как удобно. В Колорадо он легализован. Может, зайдем? Ну, одним глазочком. Только спросим, можно ли снимать, и зайдем, хорошо? A few moments later. Сорян, ребят, вышла ошибочка. Но сейчас мы ее исправим. Я нашел буквально в 10 минутах ходьбы магазин заветный. Может, получится поснимать и даже расспросить местных жителей о чем-то. A few minutes later. Ну что, ребят, я сделал, что мог, но, к сожалению, они закрыты. Увы, ах, увы, ах. Ну, не очень-то и хотелось, честно говоря. Что нам эта трава? Зачем? Нам не надо, нам и так хорошо. Мы за здоровый образ жизни. Наркотики плохо, ребят. Наркотики очень плохо. Но жалко, что нельзя было вам показать.
Ладно, в следующий раз в другом штате. У нас еще будет много интересных штатов с легалайзом, так что не отчаивайтесь, ребят, не отчаивайтесь. Ну что, ребят, все прошло не так, как мы планировали. Что я вам хочу сказать? Значит, музей селфи не работает в вторник, среду, так что мимо. Магазин потерянных вещей, который мы все видели в Орле и Решке, не работает, его больше не существует. Возможно, они куда-то переехали, но я приезжал на тот адрес, где он должен быть, и его там, увы, нет. Так что все, что нам осталось, это зализывать раны и отпробовать самый вкусный бургер в Денвере, если верить TripAdvisor. Это не реклама, просто якобы в 2021 году, в феврале, вот они на первом месте. Так что пробуем. Ну и посмотрим, что нам принесут. И на этом, я думаю, мы закончим наше увлекательное путешествие по Денверу. И попробуйте угадайте, какой следующий штат у нас будет в обзоре. Можете в комментариях написать. Или напишите ваше пожелание, какой бы вы хотели штат увидеть. И победивший штат по количеству комментариев, туда мы и поедем. Ребят, мне всегда было интересно, как американцы едят свои бургеры. У меня до сих пор нет ответа, у меня так хлеболезка не открывается. Ну, мы что-нибудь придумаем. Приятного мне аппетита и вам, ребят, если вы что-то кушаете. Ну, погнали. 1 minute 37 seconds later. О, было очень вкусно, всем спасибо. Имейте в виду, что когда вы приезжаете в даунтаун любого крупного города, то ценники здесь соответствующие. Это касается и Нью-Йорка, и Чикаго, и даже Денвера. Так что планируйте свой бюджет в таком формате. Либо как вариант, кушайте где-нибудь в местах попроще, типа Деннис, Бургер Кинг, ну то есть фастфуд. Но я вам не советую. Я советую, ребят, если уж едете отдыхать, берите все самое лучшее от жизни. Да и вообще берите самое лучшее от жизни. Я, во всяком случае, пытаюсь сделать именно так. И Америка помогает. И теперь, я считаю, мы должны заняться именно тем, ради чего мы здесь все и собрались. Зачем мы приехали в горнолыжный курорт? Кататься на сноуборде. Кататься? Поехали! И сейчас мы с вами, ребята, посмотрим, чем я, собственно, прибарахлился. У нас есть две незаменимые вещи. Во-первых, вот такой чек, где написаны все наши траты за оборудование. И во-вторых, у нас есть чаек. И под чаек это будет делать гораздо веселее. Приступим. Потратился я довольно дорого. Только по одному чеку это $959. Плюс моя доска. Пойдемте покажу ее. Вот эта вот доска стоила $600. Крепления стоили что-то около 350, если не ошибаюсь. Новый степ-он второго поколения. И боты тоже бёртоновские, на боа, на специальных быстросъемах. То есть не надо ничего затягивать, никаких стрэп. Ребят, вам не обязательно тратить столько много денег. Я на самом деле не профессиональный сноубордист. Вообще это был мой второй выезд. Имейте в виду, дайте мне скидочку. Я вообще не умею кататься. Но что получилось, то получилось.
Все нормально, едем, ребят. Кстати, если вы рассматриваете вариант отдохнуть в Брэкенридже, это весьма доступно, то есть если вы живете в Америке, это вообще не составит никакой проблемы. Подъемники стоят очень дорого, это самая большая часть расходов, которая на вас ляжет. Подъемник будет стоить порядка $180, я точно не помню. Мы вам покажем такой вот скринчик с сайта, вы сами посмотрите цены, это, конечно, да. Тут охренеть как высоко. И очень крутой спуск. Оборудование можно все снять в рент. На 3-4 дня вам обойдется это где-то в $300. То есть, ну, это вполне посильные деньги. Вас там оденут, дадут борт, дадут крепление ботинки. Все будет тоже хорошее. Бертоновское, скорее всего, либо Соломон. То есть, в целом, можно. Единственный минус – жилье. С жильем определенные сложности. Плюс, естественно, как же мы удачно выбрали момент, мы сняли на Holiday. Сейчас у нас 14 февраля. Сами понимаете, завышенные рейты, много людей, мало недвижимости, то есть снять реально сложно и дорого. Поэтому, если вы едете не в какие-то праздники, то я думаю, аренда отеля на одного обойдется $150, может быть, ну максимум 200. А если вы хотите куда-то ниже в пригород съехать, то и того дешевле. В нашем случае мы на четверых отдали чуть больше 2000 за такую небольшую как бы квартирку-студию. Вот это у нас кухня. Тут в целом вот эта картошечка. Мы ее пытаемся готовить уже 3-й день. Вот мы все никак не можем ее доготовить. Ну и бог с ней. В общем, есть все самое необходимое. Простецкая, холодильник. Тут вот у нас. Естественно, у нас бардак, сами понимаете. Мы тут не бываем дома. Мы, по сути, снаружи тусим. Это я сейчас один остался, чтобы подснять как бы тут немного вещей. Тут у нас уборная такая вот с мишкой на полу. В общем-то ничего особенного, но все довольно приятное, деревянное в таком стиле, как будто прям вот горных домиков. Ну, очень симпатично. Тут комната ребят, я тут на самом деле сам первый раз. Давайте пошляемся у них тут. А свет-то у них тут есть? Нет. Ну, обычная комната. Типичная американская огромная кровать, с которой нужно прям спрыгивать. Да и все, в общем-то, тут ничего особенного, все обыкновенное. Ну и вот. Ну и, собственно, вот моя комната. Вот у нас обеденный стол. Я себе забронировал диванчик. Вот. У нас есть телевизор, камин. Ну и вот срач. Собственно, вот такое вот мы можем получить за $2000. А вот там балкончик. Мы его вам покажем по дню. Можно снимать дома по хорошей цене, но нужно много людей, имейте это в виду. Так что в целом, если вы хотите по минимуму съездить в Брэкенридж, отдохнуть, я думаю, вам это встанет где-то, наверное, в 1200 можно уложиться. Ну, а если вы по максималке гуляете, то тут вам может и 100 тысяч не хватить. Тут есть куда тратить. Поверьте, ценники здесь на резорте так себе. Типа там сэндвич за $16, это вообще окей. А теперь я предлагаю нам пойти куда-нибудь в бар, потому что ребята нас заждались. И нужно идти срочно соблазнять американок. Кого я обманываю? Кого-то собрался с собой снять. Будет темно, заранее извиняюсь, но так расскажу, поделюсь своими мыслями об этом чудесном городке. Почему коридоры в американских гостиницах всегда такие криповые, как будто из фильма ужасов? Все в подсветочке, какая прелесть. Мы подходим уже к главной улице, Мейн-стрит, Брэкенридж. И тут начинается самое интересное, начнутся все маленькие забегаловки, бары, рестораны, магазины с сувенирами. И вообще полный движняк начинается вот за тем поворотом. Подъемники работают не так долго, до 4 дня, поэтому после 4 дня все сразу же высыпают на главную улицу. Очень ярко, очень прикольно, очень здорово. Настроение такое прям душевное, теплое какое-то, несмотря на то, что на улице идет снег, прохладно. Насколько я понимаю, это центральный такой скверик. Очень крутой, подсвеченный. Сразу же вспоминается кадры из «Один дома». Вот смотрите, какие маленькие прекрасные проулочки. Как будто Европа. В таком стиле сделано. Ну вот, к примеру. Раз. И просто идем в какие-то крутые магазины камня какого-то резного. Здорово. Бивни. Вообще тут
Можно квартиру, конечно, свою обставить так, как никто не может обставить. А что это вы тут делаете? А это что, это подарок от заведения или это просто вода? Какая вода? А я, кстати, видел сегодня чувак на подъемнике ел снег. Он взял это и прям пил его, ел. О, ребят, привет! А вы здесь что делаете? Вы снимаете, что ли? Меня снимаете? А видите, как получается нативно просыпаться, как в самых любимых шоу? Без макияжа, без купюр, вот так, как оно есть. Мы не можем покинуть Колорадо, пока мы не посетим 3 самых культовых места в Колорадо. О них я расскажу чуть попозже, но терять времени нельзя. Поэтому мы начинаем прямо сейчас, и на это нам потребуется целый день. И я все еще с отдышкой, я только проснулся, и у меня уже отдышка. Горная болезнь делает свое дело. Ребят, мы находимся сейчас, вообще наш городок, находится на высоте 3000 метров, а сам горнолыжный склон на 4000. И очень не хватает кислорода, очень тяжело. Но мы справимся. Погнали! Да, ребят, это культовое место. Это Red Rocks амфитеатр, штат Колорадо. Особенность этого амфитеатра в том, что он находится между 2 скал и создается природная отличная акустика. И вот там вот у нас сцена, она, к сожалению, сейчас на реконструкции. Но я вижу, вот там вот есть какая-то дорожка. Возможно, можно полазить там по горам аккуратненько, естественно. Ну, я, честно говоря, не вижу, чтобы что-то было закрыто. В конце концов, что может произойти? Максимум нас выгонят. На этом мы поход закончим, потому что там уже идет доступ к сцене, и туда уже идти нельзя. Оно находится совсем недалеко от города, поэтому многие колорадцы, горожане просто приезжают сюда на тренировочку или просто посидеть, покайфовать. То есть это буквально у них в 5-10 минутах езды от даунтауна. В свое время здесь выступали такие ребята, как Джимми Хендрикс, Боб Дилан, U2 и даже Битлы. Ну, очень много всяких разных ребят. У меня есть песенка гораздо лучше, которая подходит для этого места. 나무 줄기는 왜 모든 걸 알고 있을까 바람에 몸을 맡기고서서 슬프게 나뭇잎을 Весь настрой сбил. Ладно, ребят, лепота, но у меня есть еще один парк, который я хочу вам показать. Он тоже очень балдежный, поэтому вперед, времени у нас очень мало.
Эстес Парк. Добро пожаловать! Ну что, в общем, мы идем по Эстесу. Сильно далеко в горы мы не залазим, потому что у нас машина не в самом лучшем состоянии, не хочется рисковать где-то застрять. Поэтому мы прогуляемся по даунтауну Эстеса. Это очень аутентичный район. Вообще, в целом, весь Middle West, он такой вот из маленьких зданий деревянных состоит. Очень аутентично, мне очень нравится. Ну, в общем-то, сами увидите, смотрите. На самом деле Эстес прекрасное место. Я не знаю, камера, наверное, не может передать, насколько здесь круто, насколько здесь большие, прям вот невообразимо, неописуемые просто вот колоссальные прям просторы. Вот эти горы, ущелья, какая-то речка бежит полузамерзшая. Здорово, воздух чистейший. Мы находимся на высоте 7500 фит. Это вот столько вот в метрах. Да. Добраться сюда было несложно. Ну и не сказать, что очень просто. Он находится буквально в 1,5 часах езды от Денвера. Ну, а пока я предлагаю забраться куда-то подальше. Пока еще солнечный день у нас не закончился. Поснимать и где-нибудь перекусить местной кухни. Ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч. Успокойся, я ветрозащиту не взял. Ребят, мы приехали на местную пивоварню. И вообще всем любителям пенного я однозначно рекомендую Колорадо, потому что здесь произошел целый настоящий бум просто пивной промышленности. Здесь очень много крафтовых маленьких пивоварен, и одну из них мы сейчас опробуем. Также их абсолютно дофигища просто в самом Денвере. Но раз уж такая вышла классная возможность поплавать прямо в парке, почему бы и нет, пойдем. Прям вот тут они варят, смотрите. Ну что, ребят, ваше здоровье. Очень интересный вкус. Он какой-то сладенький, сладко-горький. Типа Гиннесса. Ну, не Балтика 9, но тоже пойдет. К сожалению, к моему большому сожалению, мы не сможем попасть в целых 3 места, 4 места, куда я бы очень хотел попасть. Обуславливается это все тем, что, во-первых, у нас не хватает времени, чтобы везде побывать, потому что надо работать, зарабатывать деньги. И, во-вторых, у меня поломался трак. Собственно, из этого факта вытекает первый факт, потому что я потерял целый день. А туда только ехать в одну сторону 5 часов. И если где-то там сломаюсь... Давайте я вам так просто расскажу. Значит, вот мы хотели попасть в Аспен, но, к сожалению, мы не смогли попасть в Аспен. Это очень дорогой курорт. Наверное, один из самых дорогих курортов в Америке. Может, помимо Джексона еще. Там все селебы катаются, это тоже сноубордический склон. Там очень дорого, там снимали фильм «Тупой еще тупее», ну якобы снимали. На самом деле его снимали в Брекенридже. И вот сейчас вот отсылочка вот там вот. Вот тут. Прямо вот тут они ехали. И вот так вот они спускались. И проехали вот сюда. И напротив вот этого магазина, напротив, вот где женщины и мужчины сидят, вот где-то здесь, Они подъехали на мопеде, если вы помните, и отдирались. Поразительно, конечно. Фильмы моего детства. А теперь я могу побывать на этих локациях. Люди, хватит ходить вдоль камеры. Что за непрофессионализм? А еще, ребятки, я купил вам подарки. Подарки на розыгрыш. Так что скоро вы все увидите. Но об этом позже. Для меня это было очень важно. Это фильм моего детства. А завтра у нас будет заключительный день съемок, и мы попадем в воистину классное место. И называется оно Сад богов.
пожалуй, самый известный парк в Колорадо. Садом его окрестили два картографа, которые в 1859 году его, в общем-то, и обнаружили. По задумке, тут должен был появиться пивной сад. Ну, это не буквально место, где растет пиво, а некая концепция. Вы могли ее видеть в Германии, например. По своей сути, это ресторан, ну как летнее кафе в России, под тенистыми деревьями, где можно проводить время с друзьями, семьей, любовницей или со всеми одновременно. Но зато можно принести свою еду. Кстати, сад так и не появился, и его обозвали садом богов. Почему? Неизвестно. Скажите спасибо вот этому человечку за бесплатный вход в парк. Таково было его завещание. Тут еще и змеи водятся. К такому меня не готовили. Я не хочу змей. А кто будет отсасывать яд? А? Кто будет отсасывать яд? Тут же нет никого. А гидрант здесь зачем? Тушить. Лес тушить? А откуда вода идет? Много вопросов, ребят. Объясните, пожалуйста, в комментариях. Блин, ребята, как же здесь круто. Конечно, идет отдышечка, потому что, во-первых, тут высоко, во-вторых, я старенький. Но оно того стоит, определенно. Место просто шикарное. Если бы еще змей не было, то вообще топ. Только посмотрите, это все сделала природа, гляньте. Ну что же, ребята, мой вердикт: Колорадо прекрасен, действительно прекрасен. Мы сюда обязательно еще вернемся, но сначала нам нужно посетить другие штаты, а именно 51 штат. Но обязательно вернемся. Хотелось бы посмотреть на это все еще летом. Оно и так довольно ярко, но летом, я думаю, будет прям будет очень сочно. И, ребят, если вы хотите отправиться в путешествие со мной, то подпишитесь на канал, пробейте колокольчик, пишите о своих выводах, о своих эмоциях, мнении в комментарии. Я буду очень рад почитать, обязательно отвечу. Так что дерзайте, все внизу, вы знаете, что делать. И не забывайте, путешествовать прекрасно, а эмоции – все, что по-настоящему ценно. Пока. Конкурс. Я предлагаю ввести традицию разыгрывать всякие шмотки, которые мы покупали в месте, где мы отдыхаем. В данный момент мы отдыхаем в курорте Брэкенридж, я об этом уже говорил, поэтому к вашему вниманию на розыгрыш 3 прекрасных худи размера М, одна large. Давайте я вам их продемонстрирую. Значит, вот такая толстовочка раз, вот такая толстовочка 2 и самая лютая, вот такая толстовочка. Стильная, модная, как у меня, только голубенькая. Кайф. Итак, ребят, что же нужно, чтобы получить эти чудесные худи на халяву? Все очень просто. Вам нужно подписаться на мой инстаграм, ссылочка будет, на мой YouTube канал, рассказать с друзьях, то есть поделиться этим постом, этим роликом, а также оставить абсолютно любой комментарий под этим видео. И не забудьте открыть ваш профиль на YouTube, чтобы я мог проверить, подписаны ли вы, чтобы вы нас не обманули. Условия также есть в описании. Если кому лень слушать, можете прочитать снизу в описании. Все очень просто, а самое главное – на халяву. Да, кстати, по особым заявкам могу подышать на ваш подарок вот так вот. Это своеобразный заряд на успех. То есть, если вы получите такой подарок от меня, то вы непременно окажетесь в Америке, где-нибудь на курорте, и у вас все будет хорошо. Поэтому, если кому-то нужно конкретно, в частном порядке, напишите мне в сообщение, все оформим в лучшем виде. Так, ну что, я записал, получается? Ну и все, я тогда пошел. Ну я пойду.